Всем привет! Вы на моем канале, и этот канал, на котором вы сейчас оказались, он такой портал в новую главу вашей жизни, потому что это то, на чем я, в общем-то, специализируюсь. Если вдруг в вашей жизни есть такой вопрос, как вот в эту новую главу перейти, оказаться на новом уровне, да, то есть к которому вы вроде бы готовы, но еще не понимаете, как там оказаться, то это видео для вас. Мне очень захотелось поделиться с вами опытом своих последних 2 лет, потому что это было просто crazy. Это был один из самых, наверное, таких сложных за последние десятилетия этапов моей жизни. И я думаю, что я его вызвала сама, потому что в какой-то момент я подумала о том, что мне важно понимать людей, которые ко мне приходят, а люди обычно приходят с таким как раз-таки непростым ощущением внутренним и желанием выбраться из вот этих тупиков, которые сами себе настроили, тупиков, которые жизнь выстроила, да, на самом деле все идет от нас, но жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, где нам кажется, что выхода нет. И я подумала в какой-то момент, как же мне этих людей понимать, если я уже в своей жизни организовала все так, чтобы было все славненько, гладенько, и ограничила себя вообще в каком-то смысле от мира, да, и погрузила в некоторый такой пузырь. И этим призвала в свою жизнь очень мощные трансформации, которые сейчас уже из сегодняшней точки, я могу сказать точно, оказались для меня таким на самом деле подарком. Я думаю, должен был бы разозлиться из-за того, что со мной произошло. Но трудно хранить злобу в сердце, когда в мире так много красоты. Иногда мне кажется, что я вижу ее всю, и это становится невыносимо. Мое сердце наполняется ею, как воздушный шар, который вот-вот взорвется. И тогда я расслабляюсь и перестаю сопротивляться. Что происходило? Я в какой-то момент обнаружила себя, скажем так, человеком, который как будто бы не в своем теле находится. Я проходила 2 тренинга. И последний тренинг завершался с 2-часовой практикой. Я вам здесь ее опишу, да, что это была за практика, которая меня очень удивила, потому что когда я, скажем так, пришла в сознание, я не понимала до конца, что я испытываю. Все мои эксперименты в жизни, они, знаете, такие были очень позитивные, а тут во время этой практики я будто бы, знаете, умерла и попала в тьму кромешную, где не видно было дальше путей. То есть я вот сама оказалась в таком каком-то тупике, и когда я проснулась, у меня было ощущение, будто бы моя душа где-то там, а тело проснулось. То есть я уже не могу жить той жизнью, которую я живу. И дальше начались просто очень интересные события. Сразу после тренинга я поехала в Украину, где шла война, и на сегодняшний день, когда я записываю это видео, тоже все еще идет. Знаете, меня продержали 3 часа на паспортном контроле на границе, где я отвечала на множество вопросов. У меня несколько раз спросили, понимаю ли я, что я еду в страну, в которой сейчас идет война, на что я ответила, что я понимаю, и меня опустили.
Когда я оказалась в Украине, я поехала сначала в Одессу. Там меня в первый же вечер ожидало отключение света, электроэнергии, комендантский час и так далее. Но я, знаете, воин, в жизни было очень много всего интересного, и поэтому я на это отреагировала достаточно спокойно, хотя, конечно, после дороги ты хочешь тепло, уют, комфорт, чаек и, может быть, даже себе погреть, покушать или приготовить, или что-то сделать. Вообще все недоступно тебе. В тот момент, знаете, я арендовала квартиру с видом на море, закат, и никогда не знала, прилетит ли в какой-то момент оттуда ко мне ракета. Поэтому я начала очень много задумываться о смерти и о том, что она, знаете, всегда где-то рядом. Я в жизни тонула трижды, и у меня в целом вот это вот понятие смерти, оно какое-то, знаете, как будто бы вместе с моим рождением оно сразу было другим. Вот, то есть я сразу пришла с немного каким-то другим отношением к этому и убеждалась в этом неоднократно, потому что когда я тонула, я не пыталась спастись, и, знаете, я должна была, наверное, научиться в этот момент плавать, но вместо этого я видела пузырьки воздуха, в которых проносилась вся моя жизнь, и вместе с ними принимала, что значит пришло время. И, конечно, когда меня вытаскивали, я рыдала. И сейчас уже сложно сказать, я рыдала. По какой причине? По причине того, что меня вытащили или нет. Это все, конечно, шутки. Я плакала, потому что когда ты уже оказываешься в нормальной своей среде, то ощущение, знаете, такое вот, как будто бы, ну, другие виноваты, да, в том, что это случилось. В принципе, так и было. Но попытаться спастись нужно было хоть раз самой. И, знаете, когда я оказалась в стране, в которой идет война, я вдруг решила подумать о том, что бы я хотела сделать сейчас, и прямо здесь такого, что после моей смерти, например, если это сейчас произойдет, ну, я бы не сожалела, да, потому что я закрыла все необходимые вопросы. Так я решила написать своей подруге, с которой мы были в тот момент в ссоре. В общем, мы разругались еще сильнее, но это уже другая история. Я понимала, что всю свою жизнь я прожила настолько ярко, радостно, что я не сдавалась ни на секунду, сколько бы дерьма ни происходило, что мне не было так грустно, как могло бы быть кому-либо. И здесь я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что, возможно, это вам нужно было услышать, чтобы прямо сейчас начать жить. И через призму понимания того, что мы не знаем никогда, когда это случится, очень важно уделить достаточно внимания своему сейчас. Прямо сейчас. Как вы сидите, что вы едите, что смотрите, делает ли это вас счастливее и радостней, делает ли это вас умней, помогает ли это вам куда-то чуть дальше продвинуться, да, в своем пути, или, может быть, это что-то, что категорически не соответствует моменту быть здесь и сейчас. Вот насколько вы даже в само это видео погружены, да, или вы отвлекаетесь и смотрите в телефон, и вы параллельно там, не знаю, что-то жуете и не наслаждаетесь тем, что вы жуете, да, вот эти моменты. Если каждый раз при каждом нашем действии мы будем свой фокус внимания в это направлять, то жизнь чуть станет вкусней. Вы добавите в нее вот эту самую такую перчинку, которая называется романтизация жизни, потому что каждый момент для вас начнет обретать смысл, если вы думаете о смерти как о чем-то, что где-то фоново всегда присутствует рядом, где-то следует за нами на самом деле, и мы никогда не знаем, когда это случится. После поездки в Украину сразу же произошла поездка в Индию, где я оказалась в городе, в котором на самом деле думала, что никогда в этой жизни не буду, но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? Будьте здоровы. И я оказалась в Варанаси,
где на моих глазах сжигали сотни трупов. Тут же параллельно кто-то рожал, кто-то спал, кто-то ел. Что я там просто видела и чувствовала своим носом, это не передать словами. На этом моменте страх немножечко начал подступать ближе ко мне. И я все чаще стала себя спрашивать, как я отношусь к смерти. Мы проплывали по Ганге. В какой-то момент просто все замолчали. И я смотрела в воду. Не знаю, видели ли это остальные, потому что была ночь, но я видела части тел. Животных, людей я не знаю. Потому что все, что не догорело, а догорает только то, на что хватило денег. В общем, все, что догорело и не догорело, отправляется в эту Гангу. Здесь начались уже, наверное, такие сильные трансформации, которые я еще в тот момент не осознавала. В этот момент мой мозг возжелал прекратить в жизни все то, что мне не откликается, все то, что не является честностью, все то, что не отражает мои желания. И я нашла в Индии буквально в этот же вечер, чего я моментально тогда не отследила, но осознала после, человека. Для наших гормонов, да и вот нашего вот этого рептильного мозга на одной плоскости со смертью стоит жизнь. И если ты близок к смерти, ты хочешь задержаться в этой жизни, что ты можешь сделать? Оставить свои гены. И так я познакомилась с парнем, с которым мы начали сначала дружбу, потом я уехала из Индии в Казахстан. А последнее, что со мной произошло в Индии перед поездкой в Казахстан, это встреча с Далай-ламой. Это тоже интересная такая мистическая история о том, что в жизни все случается вот так, как задумано где-то. Я не делала акцент, на самом деле, на эту встречу, не молилась, не знаю, каким-то силам, чтобы эта встреча случилась, но люди, которые были допущены до аудиенции с Далай-ламой, были выбраны, знаете, таким вот каким-то рандомным образом среди 65 человек. Почему-то решили мою фамилию выбрать, и я оказалась в списке тех, кто попал на встречу с ним. Это было какое-то просто мгновение, обмен энергией, взгляд и вот это ощущение, знаете, человека с любящими глазами, после которых у меня началась чистка. И я где-то, знаете, верю в то, что если мы соприкасаемся с людьми, которые выше по нас вибрации, то мы как бы начинаем настраиваться на их волну, а это подразумевает определенную зачистку, это подразумевает определенные как бы процессы внутренние, которые должны произойти для того, чтобы, скажем так, выйти в эту историю. И если мы сопротивляемся тому, куда нас направляет и двигает, то бывают такие, знаете, очень жесткие процессы, которые, можно сказать, сами нас выводят на нужную волну, да, чтобы переключить вот эту радио. Это если совсем вкратце. Я приезжаю в Казахстан, и в Казахстане на 25 этаже оказываюсь во время землетрясения в Алматы 7-бального. И вообще, в принципе, во время землетрясения, потому что до этого у меня таких ситуаций в жизни, в общем-то, и не было. Я вижу, как все начинает плыть. На секунду сомневаюсь в себе, потому что после встречи с Далай-ламой меня накрыло, и я начала болеть, хотя за всю поездку в Индию меня не подхватила никакая гадость, пока все люди там большую часть времени проводили в туалете, у меня было все хорошо. И с желудком, с кишечником, с здоровьем все было прекрасно. Но после встречи я вернулась в Казахстан, меня накрыло. Я пила лекарства, и когда случилось землетрясение, я на секунду засомневалась в тех лекарствах, которые я пью. А потом поняла, что это такое.
И было ощущение, знаете, как будто бы я вот в лодке какой-то плыву. На следующий день я узнала о том, как люди реагировали на это все и насколько это все напугало людей в Алматы. По данным спасателей, в пункты сбора пришло почти 11,5 тысяч человек. Но большинство все же предпочло остаться на улице. Немало было и тех, кто решил покинуть город. А что так трясет? Сегодня ночью алматинцы не выспались. Падала мебель. Одни от страха причитали, другие молились. Насколько для многих это стало стимулом к переезду, стимулом к тому, чтобы изменить свою жизнь, стимулом к тому, чтобы, не знаю, свалить куда-то. Я же в тот момент продолжала наблюдать за вот этим понятием философии, восприятия смерти, когда она где-то рядом. И сразу следом за этим случилась смерть моего дедушки. Для меня, конечно, это было потрясением, но я как-то держалась. Я держалась, и я чувствовала, как жизнь начинает трансформироваться еще больше и больше. Потому что когда отпадают внешние опоры, в том числе люди, которых мы даже, может быть, и не видим, и не общаемся с ними каждый день, но эти люди, они, знаете, вот как каменная стена, которая вот ограждает, защищает. Такими в идеале должны быть наши родственники, да, вот какой-то такой крепостью. А на ментальном уровне я ее ощущала. И тут это все начинает сыпаться, сыпаться, сыпаться. Я за всем этим наблюдаю. Наблюдаю за тем, как я выбираю для своей жизни совершенно другие какие-то пути, выбираю новые отношения. Появилось много в жизни какой-то, знаете, вот стабильности, типа утренней зарядки, вот какой-то такой рутины приятной, которая давала опору. И я постепенно начинала создавать вот эту опору внутри себя, такую сильную, чтобы в момент, если вдруг снова что-то произойдет, это не было для меня настолько разрушительно, потому что внутренний стержень достаточно выстроен. И сложно было осознавать, что сколько мне было? 26 лет мне нужно выстраивать вот эту внутреннюю опору заново. Да, жизнь начала набирать обороты, и я наблюдала за тем, как меняется вокруг вообще все. Меняется мое окружение, меняется мой распорядок дня, меняется мое вообще все. И я чуть не вышла замуж. Со временем осознала, что все-таки в какой-то момент мой мозг дал сигнал, что смерть где-то очень близко, нужно срочно рожать, давать потомство, строить семью. Я потом в какой-то момент, когда очнулась, а иначе это нельзя назвать, потому что я как будто бы, знаете, вот была в каком-то трипе, в каком-то сне. Я очнулась после него, посмотрела на все решения, которые я принимала, и понимала, что это было бегство. Это было бегство, в этом был страх, хотя мне казалось, что была сила. И я обнаружила, как я по-бунтарски начала сжигать все вокруг. Хотя можно сжечь так, что ты все равно сохраняешь там отношения хорошие с людьми, что ты все равно не разрушаешь, ты оставляешь и идешь дальше. Но я в тот момент еще не была, скажем так, подготовлена достаточно, еще не было вот этой внутренней опоры, стержня, и многие решения, они все-таки принимались из-за страха остаться одной, умереть, не оставить после себя жизнь и не реализовать свое истинное желание в партнерстве таком, знаете, где вы рука об руку вместе создаете, творите, вы двое становитесь каким-то бесконечным источником энергии. Вот. В какой-то момент я обнаружила, что что этот источник энергии — это я. И тогда я начала работать с этим страхом. Возвращаться к тому, где я остановилась,
восстанавливать отношения, которые были подпорчены, разрушены. И благодаря тому, что я это сделала, на самом деле я подложила себе подушечки для следующих историй, таких достаточно стрессовых в своей жизни, потому что спустя некоторое время я потеряла свою любимую кошечку, которая была для меня всем. Это и ощущение дома, того, что тебя ждут. Это любимое существо, о котором ты годами заботился. Это первое мое животное. Это ребенок, это дитя, которое ты учил. И она умела у меня выполнять 9 команд. Я это при любой возможной удобном случае рассказывала и показывала. И знаете, для меня потеря кошки была равносильно потере ребенка. Я очень-очень сильно из-за этого плакала и долго восстанавливалась. Но как долго? Долго. При этом поставила себе сроки какие-то, да, то есть в любом кризисе, чему я научилась, важно ставить сроки. То есть если ты понимаешь, что ты оказался в кризисе, и сейчас будет очень тяжело, пообещайте сами себе, когда вы должны из этого выйти. Разрешите себе время на страдания, на тотальный какой-то свалиться пластом и окружить себя теплом, заботой, теми людьми, которые в данной ситуации максимально эффективны, да, которые не сделают вам хуже, которые смогут достаточно о вас позаботиться. Устроить себе каникулы у бабушки — это мое кодовое такое название момента, когда ты все, что ты делаешь, это вкусно кушаешь, принимаешь душ, лежишь под одеялком и возвращаешься в такое некое условно беззаботное детство, которое необходимо самому себе дать, когда вы оказались в кризисе. Потому что в этот момент вы не можете творить что-то. Кризисы бывают разные. В каких-то моментах вы можете сотворить просто произведение искусства и что-то такое, что излечит вас и так далее. Но если быть честным и бережным с собой, то прежде чем преобразовать это в энергию творчества, нужно сначала вот эти каникулы у бабушки себе устроить. И вот все, что вы сегодня слушаете, да, это про то, чтобы быть внимательными вот в этих кризисах. И я хочу вам дать инструменты, как из них выходить. Да, то есть в такие моменты, когда они с нами случаются, важно осознать, что произошло, устроить каникулы у бабушки, контактировать с разными стихиями. Это вода, это огонь, это земля и это воздух. Это значит, что вы постоянно не забываете о том, что в вашем организме должна быть вода. Вы пьете. Вы по возможности принимаете душ или, не знаю, там, в зависимости от времени года, локации вашей, соприкасаетесь как-то с водой. Если вдруг это живая вода, и у вас есть возможность оказаться рядом с источником, рекой, озером, океаном, пожалуйста, будьте рядом. Будьте рядом, будьте внутри, взаимодействуйте с водой. Воздух. Дышите. Не забывайте дышать, даже сейчас. Это то, что поможет отпустить в моменте напряжения, которое скапливается. Земля. Постарайтесь больше соприкасаться с землей. Выехать на природу, постоять голыми ногами или походить, потрогать землю, не знаю, там, пересадить растения, что-то связано. Трогайте землю, трогайте, взаимодействуйте с землей. Вы даже не представляете, насколько в этом много силы и энергии. Что с огнем? Это может быть костер, это может быть зажигание свечи, ежедневный, да, какой-то ритуал дома. Смотрите на него. Это может быть практикой какой-то, да, для того, чтобы сжечь вот эту всю негативную энергию, которая с вами происходит в жизни. Приготовление пищи на огне. И когда вы начинаете взаимодействовать со стихиями, у вас есть возможность гораздо быстрее вот эти кризисы пройти. Поверьте,
реально помогут вам гораздо быстрее восстановиться. Потому что так сложилось, что весь мир, который нас окружает сейчас, он максимально не соответствует тому, чтобы ощущать внутренний баланс. Это постоянные какие-то звуки, это шум, это гам, это еда, приготовленная без любви, это быстрая скорость, это, по сути, вот все, что я сейчас назвала, в обратную сторону и является тем самым путем восстановления, формулой, которая поставит вас на ноги. То есть шаг номер 1 — это дать себе время и место. Место, где ты можешь быть столько, сколько нужно. Второе. Задать себе рамки временные, сколько времени ты себе разрешаешь побыть в этом. Третье. Если вокруг тебя есть люди, то только те, которые в моменте могут быть тебе полезны, которые не сделают тебе еще хуже, тяжелее. Четвертое. Контактировать с природными ресурсами. Используй стихии для восстановления. Пятое. Это когда ты уже оказался в точке, где ты пообещал себе выйти из кризиса. В этой точке вы придумываете себе новый образ какого-то персонажа, в котором больше сил, чем вас самих. Я регулярно рассказываю про архетипы у себя в Инстаграме. Я выкладывала здесь небольшую лекцию, небольшую часовую лекцию про архетипы. И хочу, чтобы вы немножко больше погрузились в эту историю, потому что там есть ответы. В момент, когда ты выходишь из этого кризиса, очень поможет новый персонаж. Вы понимаете, какая энергия вам сейчас нужна, куда вам хочется двигаться. И собираете образ вокруг этого. Это определенная новая прическа, может быть, новый стиль, что-то, что вдохновит вас выбраться в социум и заново начать жить. В этот момент это может стать таким, знаете, вот как раз спусковым крючком, даже новая прическа ваша, к тому, чтобы вернуться к жизни. Вот когда вы уже начнете соприкасаться с миром и почувствуете, что есть такое желание, и вам уже комфортно, то здесь вам важно выстроить заново свою рутину. То есть одновременно создать регулярные какие-то действия, на которые вы будете опираться, чтобы чувствовать внутренний комфорт, и создать что-то новое, да, то есть смысл, да, какой-то интерес, то есть что-то интересное в свою жизнь добавить, что-то новое, может быть, новое хобби, новое увлечение какое-то, которое поможет вам продвинуться дальше. Я следовала всем этим инструкциям, и мне они помогали, реально вставала на ноги, я ходила в горы, я повторяла каждый день утром тренировку. Я дала себе тишину и спокойствие, которое было необходимо. Это принесло свои плоды. На этом, правда, мои кризисы не закончились, потому что в январе 25 года мне отсекло палец, и началась новая трансформация. Это был очень долгий период восстановления, где я пыталась спасти свой палец, который буквально на глазах у меня чернел и умирал, загнивал, потом снова восстанавливался и опять по новой. И вот пока я это все наблюдала,
Мне очень помогло то, что во все предыдущие кризисы я уже понимала, как вот эта система работает, потому что до этого кризисы моей жизни, которые были много лет назад, да, а их было просто несчетное количество, они не были настолько осознанными, они не были настолько, скажем так, с бережным обращением к себе, к миру, с тем, чтобы прям вот, знаете, такие осознанные выводы делать. И когда я оказалась в такой вот уже большой трансформации с пальцем, знаете, когда болит тело, ты не можешь ни о чем другом думать. Вот здесь, на этом этапе, я уже практиковала внутреннюю какую-то работу очень активно, работа со своим сознанием, и все это собралось в одну такую, знаете, цельную программу, как выйти из кризиса. Вот. Сейчас я точно знаю, как любого человека вытянуть из этапа жизни, где кажется, что выхода нет, где тупики, где непонятно, как идти дальше. У меня есть моя трансформационная игра Ева Лилит, да, и обычно я с нее начинаю работу, потому что Ева и Лилит — это два архетипа таких вот главных, основных, на которых стоит все остальное. На мой взгляд, это как раз, знаете, вот это вот разделение на хорошее и плохое, когда ты не понимаешь, что хорошо, что плохо, и каким тебе быть в моменте, потому что всю жизнь ты был одним каким-то, да, человеком, а дальше ты таким человеком быть не можешь. Да, то есть есть очень много каких-то моментов, которые преобразовались, и то, что происходит вокруг тебя, не соответствует вот этим внутренним изменениям. И тогда нужно начать вот эту работу по восстановлению. Если у вас это желание сделать первый шаг возникло, то, пожалуйста, пишите мне, я с удовольствием с вами поработаю. Мои контакты вы можете найти по ссылке под этим видео. Очень благодарю вас за это видео, за то, что вы досмотрели его. И буду очень рада вас видеть, поговорить с вами открыто о тех этапах, через которые вы проходили, и поделиться с вами своим опытом, дать вам все необходимые инструменты по выходу из кризиса и самых, казалось бы, сложных ситуаций, потому что иначе как кризис-менеджер я себя назвать не могу.